Работает техника. Здесь, если видно, какое-то производство. И остатки конвейерной галереи. А нам вон туда. Там какие-то перегрузочные бункера или что-то такое. А вот там вот находится штольня небольшая. Сейчас мы это все посмотрим. Дорожка раз. Дорога 2. Дерево нам преграждает путь. Ну и вот уже первое здание, которое мы можем, сооружение точнее, можем увидеть. Надеюсь, здесь никого нет. И мы спокойненько здесь все снимем. Постараемся сделать это быстро и свалить отсюда. Капец, там все шумит, гремит. Предприятие, я, честно говоря, даже не знаю, мы на территории предприятия или нет. Сложно сказать, потому что табличек как бы никаких не было. Ограждений, заборов тоже никаких не было. Мы просто идем, можно сказать, шли по лесной дороге и вышли на заброшенное производство заброшенное. Еще одно дерево огромное. Особо ничего, и разрисовано, видать. Толпа здесь иногда ходит. Там у нас болотце, там можно вгрузнуть. Поэтому мы идем в обход немножко. И вот нам сюда. О, тут будет скользко. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, тут будет очень скользко. Может, есть другой вход, сейчас посмотрим. Потому что здесь земля очень мокрая. Очень мокрая земля, можно поехать. Там склончик хороший. Другого входа нет. Еще и перемычки сделали из шлакоблока. Значит, надо возвращаться и спускаться по тому склону, где я вам показывал. Пипец. Надеюсь, не выможемся. Хотя бы. Потому что нам еще один объект сегодня снимать. Ну что там? Подстанция? А в середине что-то есть? Ну, я сейчас камеру туда просто подведу и все. Ого, дверь запечатали конкретно. Я думаю, может, она действующая? Не? Смотри. А, там ничего, я вижу. Я понял. Смотрите, ребят. Полуживая подстанция. Попробую спуститься сюда. Но здесь, конечно, не очень удобно. Опа, я вижу там машину очень близко. Ну, я думаю, нас она не сильно там будет беспокоить. Так, первое, что бросается в глаза, это лебедка. Старенькая лебедка. Если помните, я снимал штольню в Италии, она была настолько в печальном состоянии, что ходить было невозможно. Здесь же, в принципе, конструкции все
надежно смотрятся, надежно выглядит это все, и можно ходить. И даже доски не сгнили в целом. То есть насколько отличается, допустим, две страны, Италия, я сейчас в Германии нахожусь, Италия и Германия. И вот насколько разное по качеству было строительство раньше. И по сей день можно даже определить и дать оценку этому всему. Что-то как-то я не знаю его даже назначения. Хотя, видишь, он вроде удавка, это как для крана, да? Типа похоже. Очень того. Так, это что? Вижу. Но это можно сказать как сепаратор. Угу. Ну, вижу, действительно. И вот спалась с того сепаратора на маленький конвейер и попадала дальше в дозаторы и в бункер. Никого вроде нет. Я так понимаю, что мы уже на территории предприятия. Там рядом вообще стоят много машин и очень много таких зданий живых. Да, ворота открыты. И дорога живая. Здесь заезжают. Видно. Ну, а нам надо будет пройтись потом вон туда. Там, где бетонное сооружение. Это наша точка. Точнее, наша цель. Ладно, пойдем посмотрим еще. В основном здесь пустые здания и ничего нет. Сложно предположить, что здесь было. Еще одно здание. Но сильно заросло, но окна не выбиты. Мы пойдем по ступенькам наверх. Ступеньки вообще еле-еле видно. Очень старые. И кто-то оставил здесь ботинки. Че, АПшка? АПшка, это как что-то побольше. Ну. Тут серебро есть внутри. Ух ты, какое место. Знаете, что мне это напоминает? The Last of Us. Если помните, вот прям четко, очень точно это все выглядит. Очень похоже.
Это бункеры для сыпучей горной массы, которая попадала вниз на погрузку в горные самосвалы. Маховик. Он чуть меньше моего роста. Где-то 1,5 метра, наверное. А, вон и ременная передача со шкивом. Да, смотрите, вон. Подшипники сохранились. Довольно мощные. И ременная передача на вал. Попробую стать удобно, чтобы вам показать, что здесь даже двигатель сохранился. Ух, ё-моё. Насколько он давно работал вообще. Неплохо. Ага, и цепная таль даже есть. Еще один отходящий конвейер. Он шел немножко здесь под землей. И вот тоже бункер. И перегрузка с верхних конвейеров. Маленькое было компактное производство. Как всегда, вход запрещен, написано, и кабель идет, кстати, кабель живой, и, наверное, высоковольтный, не знаю точно. Мы уже очень близко к предприятию подошли, мы его даже обошли, я бы сказал, очень близко. И еще одно какое-то здание. Так само пустое, все типично, но все пустое, разрушено. Но мы ищем штольни. И где-то тут должны быть, где-то рядом. Ох, ё-моё. Если честно, я прям как на ладони себя чувствую. Надо быстро пройтись. И я вижу что-то, то, что нам надо. А, какой запах. А запах сырости, запах шахты. Сразу чувствуется, как сквозит немножко. Но по слухам, эта штольня, она короткая, не сильно длинная. А я уже вижу впереди вон. Сейчас вам покажу проблеск. Я так понимаю, это сквозная какая-то штольня. Мы попробуем сейчас пробраться. Довольно-таки свежие ограждения поставили, чтобы никто не лазил. Я думаю, можно отогнуть и пролезть. Сейчас так и сделаем. Сквозная штольня. Вы понимали, как это получается? Все? Огонь. Тупик. И очень сильный запах масла. Ого, здесь выработка большая. И там дальше виднеется просвет. Выход, наверное, на другую сторону этого огромного холма. И здесь у нас... О, ну у нас такой обуви нет, чтобы здесь пройти. И видно, наверное, лисьи следы. Лисичка сюда заскакивала. И много людей ходило. Втаптывала. Может, даже оттуда есть залаз какой-то попроще.
кто знает. Так, идем во вторую штолинку, посмотрим, какой туда выход. Что-то как-то шумно стало. А, вот машина приехала. Точнее, фура. Ага. Вообще близко. Ну, нам туда. Сюда быстро входим и прячемся. О, опять прохлада. Так, все. Рюкзаки оставили. И схема та же. А, нет, тут схема попроще, наверное, будет. Так, тут у нас штольня уходит вниз. И посмотрим. Скажу сразу спойлер, что она небольшая по слухам. Поэтому спустимся. Это мы уже идем под наклоном вниз. Принцип наклонной откатки такой же, как и в выпуске шахте номер 0. Коммуникаций тоже практически никаких нет, кроме 2 трубок, в которых были кабели освещения. Соответственно, все вагонетки передвигали лебедками, хотя, возможно, были аккумуляторные электровозы. И чем ниже я спускаюсь сейчас, тем прохладнее становится. Хотя удивительно, на улице примерно плюс 7. Но я здесь прохладу очень сильно чувствую. Итак, что же здесь добывали? Недалеко от этой штольни была основная разработка месторождения открытым способом, то есть карьер. А точнее, это был порфировый карьер, и добывали здесь порфир. Что-то бетонное. Тоже непонятно, но это 100% было искусственно создано. Потому что если был бы закол, или точнее обвалившийся закол, то здесь бы было очень много породы. Но она убрана, рельсы не повреждены, значит, это было создано заранее, продумано. Бетончик, окей. Вон Саня идет как раз. Сама порода имеет пурпурный, красноватый оттенок. Используется как строительный, отделочный и декоративный материал для предметов роскоши. Этот камень на одном уровне с мрамором и гранитом. Его внегласное название – камень королей. В 2018 году порфировый карьер прекратил работу. Штольня, судя по ее состоянию, была оставлена гораздо позже. Но всему виной открытые разработки, которые вскрыли большую часть подземных выработок. Теперь мы находимся в Квиршлаге, в начале когда-то длинных подземных горизонтов. Но теперь их уже не существует. Опа, впереди видна. Надеюсь, это не вода. Очень на это надеюсь. И хорошо, что это не вода, но глина. И пройтись вроде бы там можно как-то пройтись. И это хорошо. Сейчас пройдемся дальше. Саня там отстал где-то далеко. Какая ситуация? Эта штольня тоже коротенькая. Я с другой стороны уже вижу просвет на борт, наверное, карьера или этого холма. Я не знаю, что там находится, но, судя по всему, здесь выработка затоплена. Но мы сейчас это проверим и узнаем. Да, здесь, конечно, в таких ботинках, как у меня, и как у Сани, то здесь сильно не походишь. Ага, уже поздно. Да, я уже клюнул. Тоже большой минус ходить без каски, как мы. Я только что головой прочесал борт.
Сейчас я, ребят, покажу вам просвет, который был виден в кромешной темноте. А здесь вода стекает. Я так понимаю, это какой-то рудоспуск, либо куда-то вниз уходит на еще один уровень. И ой-ой-ой-ой-ой. Тут потоп. Это что-то типа маленькой бадьи. Система орошения, наверное. Если тут в отверстиях. И значит 100% был нижний уровень какой-то. Но судя по всему, если вода здесь остановилась и стекает вниз, то нижний уровень 150% затоплен. Как и этот. Ой-ой-ой. Не, сюда. Вон видно, даже кто-то пытался там ходить. Но не дошли, наверное. Не вижу. Следы есть, но они обрываются. И может быть кто-то и ходил. И вон, видите, точка белая светится. Это выход наверх. Точнее, наружу. Вот, в принципе, и вся штольня. Какая-то маленькая. Я думал, тут будет система прям серьезная. Здесь маленькая штольненька. Ну и бодеечка. Да. Такая вот штольня, короткая, замуленная, сквозная. Очень много нутеллы здесь. Поэтому мы выходим наружу. C'est